Всем привет! Я Тимофей Казанцев, концертирующий пианист, а еще я преподаватель. Я этим занимаюсь уже почти 15 лет, занимаюсь на всех уровнях, от 4-леток, от самых малышей до студентов консерватории. Занимаюсь с ними как ассистент или веду как своих собственных учеников. Сейчас у меня в классе около 30 человек. И часто я сталкиваюсь с тем, что я на уроках объясняю одно и то же. Причем для того, чтобы объяснить тему полностью, мне надо потратить достаточно много времени, а уроки достаточно короткие. В Германии здесь особенно уроки по 30-45 минут. И тратить там 30 минут для того, чтобы объяснить вообще, как работает педаль, кажется немножко неразумным. И поэтому я хочу собрать на этом канале видео, каждое на свою тему, чтобы можно было поделиться ими с учениками, и чтобы люди, которые интересуются какими-то вопросами, тоже могли их для себя разрешить. Сегодня будем разбираться, пожалуй, с самым главным вопросом для любого пианиста и вообще исполнителя-музыканта. Что такое интерпретация, как интерпретировать пьесу, как найти в ней смысл, и что можно как бы сыграть под лозунгом «я художник, я так вижу», а что просто считается бессмыслицей и дурновкусием. Я сейчас сыграю несколько раз эту пьесу Чайковского из времен года «Март», песня «Жаворонка». И давайте просто попробуем сказать, какой из этих вариантов интерпретация, а какой бессмыслица. Ну, еще один вариант. Итак, все-таки какой? Первый, второй или третий? Конечно, второй. Почему? В чем разница? Я сыграл 3 совершенно разных варианта, но почему-то в первом и в третьем смысл был, он был разный. Мы можем спорить о вкусе, что больше кому-то нравится, что больше кому-то не нравится, кому какой темп нравится, кому какая педаль нравится. Но почему-то в первом смысл был, и в третьем смысл был, а во втором нет. Дело в том, что музыка вообще, она в принципе имеет свои законы, которые мы потихоньку открываем. Музыка — это тоже язык, он функционирует по своим правилам. Допустим, первое непреложное правило — это то, что мелодия — самая важная часть произведения. Если есть мелодия, то мы показываем мелодию. Нет смысла показывать аккорды. Также есть гармонии. И гармонии тоже рассказывают свою историю. Если не слышно гармонии, если все сваливается в кашу, то в этом пропадает смысл. И так, шаг за шагом, можно найти те вещи, которые важны.
Кроме того, у нас есть то, что хотел написать композитор. Это как книга, которую ты открываешь и читаешь. Вот эти все штрихи — стаккато, легато, легато, следующий легато, акцент и легато. Они уже здесь есть, они есть в произведении, и у них есть свой смысл. Вопрос в том, как я, как пианист, это слышу. Я могу это слышать как очень точеную мелодию, действительно чириканье. Я могу это слышать как такую печальную песню в лесу с эхом. Я могу это слышать не как песню жаворонка, я могу это слышать как песню человека, как песню девушки. И, соответственно, здесь это будет тоже другая песня. Или это ответ другой какой-то птички, или это какое-то эхо природы на ту мелодию, которую пел жаворонок в этом далеком лесу. Или это мужской контрапункт. И, собственно говоря, предлагая варианты решения этой мелодии, я выбирал жанр, в котором я буду находиться. Либо это имитация природы, либо это имитация птичьего пения, либо это история про какую-то картину, либо это история вокальная про человеческое произношение, про человеческое пение. И когда я выбираю, в каком ключе я начинаю двигаться, тогда остальные части произведения начинают тоже этому подчиняться, как персонажи книг, которые сами себя тоже пишут, у них появляется свой характер, они не могут поступать как-то так, как, может быть, автор и хотел бы от них. То же самое с нами, с пианистами, с музыкантами, с исполнителями. Когда мы начинаем представлять вот эти мелодии как отдельных героев или явления, когда у всей пьесы появляется своя какая-то картина, свой замысел, тогда каждый элемент начинает играть на руку этому замыслу. И наша задача, на самом деле, просто увидеть как можно больше связей, возможностей в пьесе и показать их. Так все-таки, что можно интерпретировать и что нельзя? Базовый ответ будет такой. Есть нотный текст, вот все, что написано в нотах, это уже заложено. Если есть динамика пиано, то это не будет форте. Получится марш. Можно, конечно, попробовать сделать в песню форте. Но это то, что было не запланировано. Это музыка к этому не расположена. И все, что есть в нотах, оно уже показывает те возможности, которые у нас есть. Второе дело — это гармонии, мелодии и то, как они друг с другом расположены. Надо выстроить планы. Смотрите, есть гармония, есть басовый голос, такой тянущийся. Есть вот эта мелодия с ее лигами, крещендо, акцентами. Вот если просто сыграть по нотам, то уже будет неплохо. Что написано в нотах? Давайте быстренько пробежимся по всем основным элементам, которые надо видеть в нотах. Значит, что я здесь вижу? Темп. Андантино, эспрессиво. Андантино — это не очень медленно, подвижно, я бы так сказал. Вот модерато — это умеренно, анданте — это в темпе шага, размеренно. Андантино — это что-то среднее между модерато и анданте. Ну, скорее так, тино — это вообще такой уменьшительно-ласкательный суффикс, поэтому должно быть
чуть-чуть более по-простому, наверное, чем анданте. А эспрессиво значит выразительно. Вот эти два слова можно проинтерпретировать. Для кого-то это будет этот темп. Для кого-то будет вот этот темп. Оба возможны. И вообще, на самом деле, темп — это одно из главных вещей, которые влияют на интерпретацию. То, как мы чувствуем движение музыки, то, как мы понимаем вот это вот выражение композитора. Темпы всегда очень выразительно написаны. Дантино эспрессиво. Он пахеттино più mosso. Пахетте — это аккуратно, а пахеттино — это, пожалуйста, сильно аккуратнее, più — больше движения, mosso. Пожалуйста, сильно аккуратнее, но с движением. Пока più forte. Più forte — это сильно громко, но, пожалуйста, пока аккуратно. Немного сильно хорошего форта. Берем какую-нибудь другую пьесу. Аллегро гуиста. Тоже очень выразительно. Быстро, с запалами, так сказал. Модерато simplici ma espressivo. Умеренно, просто, но выразительно. Почти в любом произведении композитор пишет что-то интересное про темп. Дальше. Динамика. Увидели. Аккомпанемент, бас, мелодия. Увидели. Легато, стаккато, в общем, все штрихи, фразировку увидели. Динамику. Увидели. Первая фраза закончилась. Увидели. Мелодия в левой руке. Новая мелодия. Увидели. Здесь, значит, это будет аккомпанемент, да? Это аккомпанемент. Значит, смотрите. Это очень часто не замечают. Длинный бас. Я, кстати говоря, сейчас тоже это не очень хорошо сыграл. Длинный бас, который представляет собой какую-то мелодию. А потом с паузами. Вот этого очень много у романтических композиторов. У Чайковского, у Шопена, у Шумана. И почти никто никогда вообще не обращает внимания на то, как написан бас. Это очень важно. Мелодия. Фразировка, динамика, в общем, все понятно. Аккомпанемент. Подголосок к мелодии, как его сыграть. Тоже заметили, подумали. Вот это вот хороший момент для интерпретации. Вот здесь вот можно прям себя показать как исполнителя. Каденция. Та-та-та-та-та-ра-там. Каденция первого предложения, первой части. И это тоже момент, в котором можно себе ответить на вопрос. Как показать завершение? Какое это завершение? С какой мыслью мы завершили? Длинный бас. И тут вообще будет гармония выстраиваться по очереди. Вот этот вот септаккорд выплывает на уже готовом басу. Вот здесь можно проявить себя как исполнителя, найти, как показать вот эту ре, которая, скорее всего, как капелька туда упадет, как показать вот эту гармонию, как найти баланс между всеми, как сделать правильно вот это вот диминуэнто. Потом, новая часть. Пахеттино più mosso. Насколько più mosso? Для некоторых это пахеттино più mosso, а для других нет. То... Ну, пахеттино же сказали. Немножечко подвинул. Вопрос, короче, пока più forte. Насколько più forte? Это если мы играем громко, то тогда сразу спрашиваем себя, а жанр наш поменяется здесь? Это будет сообразно нашему жанру? Если хочется здесь все-таки следовать прямо за композитором и играть на самом деле più forte, надо найти соотношение между жанром и динамикой тоже. Честно говоря, я не уверен здесь.
И вообще с динамикой здесь очень сложно в этой середине, потому что дальше будет следующее предложение, которое начинается с пиано. И тут мы себе задаем вопрос. Это было форте и стало пиано? То есть вот эти все крещендо, диминуэндо, они в рамках форте, они просто делают немножко громче, немножко тише, или все-таки диминуэндо идут больше, чем крещендо, и мы потом придем к пиано более размеренно. Вот этот вопрос себе можно задать. Можно задать себе вопрос, как должны звучать форшлаги. Это должны быть мелодичные форшлаги. Это должны быть игривые форшлаги. Как они должны звучать? Про кого эти форшлаги? Что еще можно себе задать? Какие вопросы? Ну, по гармонии тут не особо. Тут это явная какая-то кульминация. Вот это вот интересная терция. Можно их как-то показать. Нужно ли здесь замедление? Он не пишет. Может быть, нужно продолжать? Я привык как-то здесь замедление играть. Дальше, следующая часть. Пиано. Вопрос, что с педалью? Должно быть это так. Или вообще сухо? Или немножко? Тоже хороший вопрос. Насколько сильно делать крещендо и диминуэндо? Насколько это должно быть? Насколько это должно биться в сердце? Поко ритенуто. Насколько сильно? Ну, а темпо понятно. А темпо в том же темпе, в котором мы играли. Следующий вопрос. Главная часть, экспозиция и реприза. Они должны быть одинаковые? Это должна быть одна и та же история, которая одинаково повторяется, или они должны как-то отличаться? Текст, понятно, тут почти одинаковый, кроме самого конца. Но все-таки это повторение того, что нам нравится, или это какая-то рефлексия по поводу того, как оно было раньше? Дальше мы замечаем, что здесь каденция. Что эта каденция делает? Мы улетаем, мы умираем, мы замолкаем, мы грустим, мы радуемся. Для чего эта каденция? О чем она говорит? Тут вот раз проведение одной темы, та-та-та-та-та, потом то же самое от второй, и потом повторение самого последнего фрагмента. Судя по всему, вот эта интонация очень важная, да? Раз он ее повторяет. Раз она важная, значит, надо спросить себя, а про что эта интонация? Какая эмоция у этой интонации? И в зависимости от ответов на эти вопросы получится уже интерпретация. Вот давайте я сейчас попробую сделать две интерпретации и отвечу на все вопросы по-разному. Сначала жанр, да? Сейчас я говорю себе, что я играю арию из оперы Чайковского. Моя душа предчувствием полна, моя душа. Соответственно, андантина — это прям вот осажденная, я бы так сказал. Мелодия будет более плотная, вокальная. Аккомпанемент будет тоже более оркестровый. Это все про оркестр и пение. Соответственно, вот эти все штрихи, они будут немножко более сглажены, и все это будет больше похоже на голос, на оркестр. Это обязательно будет хороший такой подголосок, может быть, дуэт какой-то внезапный в этой арии.
тоже, пожалуй, будет у нас такое ариозо. Не очень сильно быстрее, но с плотным, хорошим произношением вокальным. И давайте я попробую для этого варианта сохранить форте, но сделать ретенуто. Форте, но ретенуто. Это все у нас будет на форте, а потом будет фрагмент совсем другого плана, с другими эмоциями, более разочарованный. И тут мы, значит, почти умрем уже, вернемся назад. И это будет прям как вот в начале. Как в начале, немножко чуть более жалобно, особенно в конце. Той, рот, ой. И вот эти интонации, они нас, такие вот, чтобы больно было с этих интонаций. Попробуем. Умирает зайчик мой. Принесли его домой. Другая интерпретация. Отвечаю на все вопросы, ну, если не строго наоборот, то совершенно по-другому. Андантина эспрессива. Выразительно, но с движением. Теперь это у меня настоящий жаворонок, это звукоимитация, звукоподражание. Ребенком я любил пить чай, естественно, с пирожным и лучше всего с безе. Будет лес, будет пространство в педали, будет более выразительная фактура с басом, это будет такая ансамбль природы, я бы так сказал. Вот этот поголосок, может быть, будет такой мягенький, как эхо. Что еще? Подвину сильно вперед, буду
очень активно, трям-пам-пам-пам-пам, как жаворонок. Буду спускаться к пиано, не буду делать ретенута, и это все будет про чириканье, про разное чириканье, просто вот будем наслаждаться вот этой пасторальной красотой. Пока ретенута будет тоже поменьше, а в конце я попробую немножко поиграть с этим. Я не знаю, как у меня получится. Попробую поиграть с тем, чтобы показать это немножко по-новому, как вариацию на предыдущую песню. И вот эти вот интонации уже будут не такие грустные, а скорее такие теплые, я бы так сказал. Вот такой у меня сейчас план, такая интерпретация. Совсем другое настроение, совсем другое состояние, другие темпы. И вот это как раз все дело вкуса. Тут уже я, как пианист, могу спросить себя, я вот Тимофей Казанцев, про что я хочу здесь сказать, что я здесь услышал. Услышал я такого жаворонка или другого. Опять-таки можно подумать про Чайковского. Какой это композитор, для чего он писал? Он писал больше арий с оркестром, или он больше занимался сказками, историями, как это делали Грик и Римский-Корсаков. Вот этот весь багаж культурный, знание контекста, они помогают отвечать на вот эти все вопросы. Вопросы для всех одни и те же, да? Почему пиано, что это значит? Что конкретно значит тендентно экспрессивно? Вот вопросы, они продиктованы музыкальными законами. То, как вы на них отвечаете, продиктовано контекстом культурным, в котором вы находитесь. И тут уже каждый может для себя сказать, вот эта интерпретация мне нравится, вот этого пианиста или не нравится. И можно еще говорить про то, насколько он детально и хорошо погрузился в свою интерпретацию. Я, допустим, сейчас ни одну из этих не сыграл так же хорошо, как я бы, допустим, сыграл сам по себе эту пьесу. Кстати говоря, она у меня будет на основном канале. Я думаю, чуть попозже буду выкладывать все эти времена года, хорошо записанные. Качество пианизма будет оцениваться несколько отдельно от интерпретации. Да, мы можем говорить о каких-то исполнительских ошибках в рамках интерпретации, что вот это здесь не работает. Ну, не работает так. От такого выстрела не умрешь. Ну, не умрешь. А он у автора умирает. Я там педаль немножко подложал, где-то мне динамика моя не понравилась, где-то темпы не понравились. Вот дальше уже отвечаем себе на вопросы, что не соответствует тому, что мы себе придумали.
той картине, которую мы себе нарисовали. Попробовали немножко детализировать. Увидели еще какие-то детали, которые опять не ложатся в картину. Попробовали эту картину немножко адаптировать наше видение произведения. И так, шаг за шагом, мы проходим через, пожалуй, самый главный, основной цикл нашей работы.